Привет моим всем родным, близким. Сейчас еду покушать в историческое место одно в Костроме. Здесь ели еще мои бабушки и дедушки. Жестко. Ты типа не видишь, что я тут еле как стою, и ты в процессе не суешь эти деньги. Вот муж на автобусе ездит, а на машине, в шубе. Хера! Ему 20 лет, он свободен. Хотя много всего интересного, да, происходит? Ну да, но никто не поверит. Обязательно смотрите блог до конца, и мы узнаем, прорвет он мне днище или нет. Прямое включение с 27 декабря. Сейчас еду покушать в историческое место одно в Костроме. Историческое оно, потому что довольно-таки уже давно работает. Я там как-то уже один раз ел. Вот, об этом опыте расскажу я чуть попозже. Сейчас будет второй шанс для этого места. Поеду я на автобусе, потому что интересно все-таки прокатиться по городу на автобусе. Раньше, когда я ездил в детстве на тренировки, ну или там куда-то на учебу, думал, блин, общественный транспорт это вообще не мое, скорее бы на машине. А сейчас уже получается другая история. В разных городах прикольно прокатиться на местном общественном транспорте, посмотреть на народ, который там внутри ездит. И плюс ко всему у меня сейчас главный вопрос, можно ли там платить картой. Потому что если нельзя, то придется вызывать такси и ехать как обычно. Это моя маршрутка. Сейчас я узнаю, можно больше не показать. По карте можно, да? Можно я пройду? Я передам. Ну как далеко? Я в нее могу. Передайте, пожалуйста. Жестко. Это было жестко. Ну, короче, экспириенс такой ностальгический, когда тебе пофиг даже как ты там что делаешь, тебе суют деньги в руки, говорят, передайте за пресс. Мне сначала было такое возмущение, ты типа не видишь, что я тут еле как стою, пытаюсь сесть, и ты в процессе не суешь эти деньги. Но потом вспомнил, что таковы правила игры, и в этом нет ничего такого. Правила везде всегда одинаковые, мистер Грин. Повторять бы этот эксперимент, наверное, бы не хотел. Вот, потому что не те ностальгические чувства я решил себе вызвать. Надо было лучше шавуху какую-нибудь местную купить. Как-нибудь потом. Забыл рассказать самый главный факт, потому что, ну, короче, непривычно это снимать на камеру, когда я принял решение просто снимать какой-то небольшой блог. Это в первую очередь было сделано лично для себя, там не ради каких-то просмотров или еще что-то, упаси боже. Это вообще сейчас не про меня, у нас, у меня нет даже никакого канала. О каких могут быть просмотрах речи? Я, кстати говоря, даже и никто. Поэтому, скорее всего, привет моим всем родным, близким, которые меня посмотрят. Ну и, наверное, каким-то преданным друзьям. Хотя, думаю, даже им не будет до этого дела. Это, так сказать, как дневник себе. Дневник себе в будущее. Самый главный фактор мотивации, который у меня был поехать на автобусе. Ну, во-первых, это контент, вспомнить что-то, можно рассказать.
И плюс сейчас предновогодняя суета и такси в той же самой Костроме, там ехать 15 минут, а оно там стоило 500, там 400 рублей. Для Москвы это не особо дорого, хотя тоже там, если едешь не на дальние расстояния, можно дешевле попасть. Но автобус тут стоит 25 рублей. Самый главный фактор для меня был это оплата карты, потому что нет налички, а идти до Сбербанка и потом обратно куда-то на остановку, это вообще не та история. Поэтому все кайф, 25 рублей проезд, сэкономил достаточно много денег. Сэкономил, значит, заработал. Можно будет поесть в историческом заведении в Костроме, про которое я вам рассказывал, в котором мы сейчас выдвигаемся. Руки замерзают, капец. Походу, надо было начинать снимать блог летом, как минимум, а не зимой. Вот ее лицо, ей не нравится, что я снимаю. Да мне холодно! Ты в шубе. Мне нога. Вот это место. Историческое место в Костроме. Вот как человек, который отсюда, он вам расскажет. Здесь ели еще мои бабушки и дедушки. Серьезно. Спасибо большое. Нет, самая Контент фишка. получен. Самая фишка сейчас будет там внутри со времен СССР, там ничего не менялось. Я клянусь, ни рецепт, ни внешний вид. А цены? И цены не знаю. То есть цены поменялись все-таки, да? Смотрите, колорит. Тут, кстати, всегда очередь. Мы просто сейчас перед Новым годом. Смотри, у нас нет ни динамика, ой, у нас нет микрофона, и тебя никто не слышит. Ничего не вижу, ничего не слышу. Что тут ты говоришь? Цены смотри. Здесь и цены как бы современные, Слушай, даже тут чай меню. тут чай стоит 25 рублей, я за 25 рублей доехал до сюда на автобусе. Нет, это считается дешево, здесь стоят все время очереди, но просто сейчас, перед Новым годом, людям некогда. А так ты сюда не, на выходных ты сюда не зайдешь. Вот муж на автобусе ездит, а на машине, в шубе, с пакетом. Я же тебе... Ты еще и заплатишь? Хера! Я буду 2. Да. Я же тебе со всех моих... А я забыла. Ну и все. Да я не знаю, как снимать правильно. Спросить, ты просто снимал, как я это делаю, и ничего не говорила, да? Правильно? Я учусь. То есть ты молча все делала? Да. Что ты чебурек брала руками и потом взяла телефон. А решила все на меня спихнуть. Я когда снимал, я еще не брал чебуреки руками. They don't know who I am. You want a scandal now? Меня ждете? Да. Я сейчас так опущу, чтобы Даринка тоже была полностью в кадре. Пойдемте, я вот так буду идти. Я иду на полусогнутых. Достаточно красиво, когда ты в городе проездом. Ну и когда ты не живешь, ты постоянно. Я давно это заметил. Во многих городах России был, и в том числе и Самару, когда возвращаюсь. Когда приезжаешь так как гость, все кайф. Летом вообще кайфово везде, зимой по-разному, зависит от города, от его, так сказать, руководства. Но вот когда ты задумаешься, остался бы я и жить, сразу по-другому начинаешь смотреть на город, другим взглядом. А когда находишься проездом, в гостях, то всегда кайфово. Путешествуйте по России тоже можно. Даже нужно, я бы сказал. Что сидеть в одном городе постоянно? Таких, кстати говоря, много. У меня даже друзей таких тоже много есть, которые с города своего родного, с Самары выбираются, не знаю, раз в 2 года. Мне кажется, это не есть дело. А вот смотрите, сейчас я разверну камеру и покажу, как снег.
лежит. Ну как тебе по вкусу? Советуем ли мы людям сюда приходить? Я- Адрес оставим в описании к этому Людям- видео. Нет. Это просто это не мой канал, Алешин, но я пытаюсь туда просочиться. Людям я хочу сказать, точнее я до этого не говорил, что я тут уже был, и про этот опыт я расскажу чуть позже. Этот опыт у меня был, по-моему, это было весна или лето, да, но было еще тепло. Да. Мы также разрекламировали это место, это старинное чебуречное, 5-10, оно действительно находится в таком прикольном месте, как это называется? Мучные ряды. Какие? Мучные. Мучные ряды. Вот, достаточно тоже историческое место. Ну, даже в каких-то пару тревел-шоу здесь их снимали. По-моему, даже в «Орде и решке» по городам, по Золотому кольцу России снимали это место. Вот про чебуреки не знаю, но вот про эти мучные ряды было. Я съел тогда также чебуреки, покушал. Ну и, собственно говоря, у меня случилась фиаско, потому что я потом выпросил у Даринки и ее бабушки ключи, потому что мы стояли, слава богу, около дома. Он был такой злой. Я был злой, бледный, потный. Я еле добежал до дома. И единственное, что я запомнил, это холодную сидушку унитаза. Короче, вот чебуреки на тоненьком тесте, то есть такие масляные, прям реально советский рецепт. Пока чувствую только масло. То есть за мясо не дошел. Ну да, тут вот так готовят. А кофе как тебе? Ну, Давай тестим кофе. сейчас, когда мы пришли сюда, я видел меню кофе со сгущенным молоком. И мне сразу как будто претензии появились к нему, потому что я подумал, в принципе, я мог и от него. Поэтому следите за Лёш. новостями. Обязательно смотрите блог до конца, и мы узнаем, прорвет у меня днище или нет. Вкусное. Да. Хоть что-то тебе вкусно. Началось. Прямое включение. У нас находится в кафе Снегурочка, называется, да? Снегуречная. Здесь очень вкусные чебуреки. Мы опять взяли чебуреки, да. И, кстати, недорогие. Да? Сколько? 115 рублей со свининой и 139 с сыром. У нас с сыром и зеленью чебуреки, они очень вкусные. Приехал молодой человек, который именуется моим родным братом. Его зовут Даниил. Мне 20, я свободен. Ему 20 лет, он свободен, и у него практически нет мозолей на внутренних части ладоней. Все, это все, что нужно знать. Мы, как обычно, забываем снимать блог. Ну, мы заходим в заведение. Хотя много всего интересного, да, происходит? Ну да, но никто не поверит. И вот, собственно говоря, я вспомнил, что нужно снимать блог. Я оторвался от этого вкусного чебурека. Как бы придется вам показать картинку, которая находится снаружи. Она достаточно красивая, такая же, как и здесь. Очень странно, что тут так мало народу. Связано ли это с новогодней суетой или нет, но тут очень крутое место, очень вкусно, дешево и красиво в центре. Да, в центре прям около... Ну, понятно. Третьей партии, да? Около туда. Беседки Островского. Та самая? Уходим в очко. Что, ты камеру хочешь взять? Ну, бери. Короче, мы сидим сейчас в кальянной в Костроме. Она одна из лучших, я так понимаю, да? Одна из новых. Одна из новых, да? Ну, короче, вот Даринка говорит, что в Костроме, когда что-то открывается новое, то тут всегда все битком. То есть город голодный до заведений всяких разных. И тут каждый раз прям чешется что-то самому открыть, потому что тут прям правда действительно, что бы ты ни открыл, если это новое, то к тебе все придут. Когда кальян? Я, короче, не любитель кальянов, вот прям чтоб так. Просто если провести время, особенно там поиграть на PlayStation, но PlayStation все заняты, и нам так удостоилось чести покурить кальян и попить чай. Вот. Ну вот, собственно говоря, я покурил кальян. Дань, тебе как? Супер, заведение класс. Мне очень нравится, особенно PlayStation.
Если бы он еще был у нас, я бы 10 из 10 поставил. Я бы здесь с вами не сидел. Да, я бы играл. Прикол еще в том, что, допустим, сейчас нет кассира, но он занят. Не понимаю чем. Но, видимо, есть свои дела. И вот я тут уже начал выбирать, опять забыл, что нужно снимать. Это сложно, к этому сложно привыкнуть, что постоянно нужно что-то снимать. У них офигенный терминал, который охерительно работает. Очень быстро, очень четко. Все меню здесь есть. Вот, собственно говоря, сейчас и проверим, как это работает на деле. Успешно. Кайфовая тема. Вот сколько раз мы здесь не бывали, всегда мало народу. Новый заказ. Кайф. Очень вкусно. Вот мы тут недавно были в ресторане Варвара. Мне там не понравилось. Чувак, ну не то, что не понравилось, это было безвкусно. Очень кайфово работает. Даже в Москве такое я не везде вижу. Я уж, честно говоря, даже не вспомнил скидку, где есть в кафешках, где-то продают блины, условно говоря, сэндвичи. Ну, типа кофе фикс и фикс прайс. Ой, фикс прайс. Кофе фикс есть у нас. Прайс кофе, вот я знаю, вот таких штук я там не вижу. Ты стоишь в очередях, все время мучаешься. Поэтому Кострома, город возможностей. Там сидит моя жена. Она сегодня была, как это называется, ну, в салоне красоты, у нее новая прическа. И все должны были это заметить. Спрячься, блядь, в ужасе, что там смотришь? Вот. Моя жена. Вот так выглядит снаружи. Это уютное место. А мы идем дальше. В очко.